Максим. Возраст ребенка 7 лет. Диагноз детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. До обращения ко мне ребенок 7 лет не двигался. 7 лет он ничего не мог взять в руки. 7 лет он не мог согнуть ноги. Говоришь только ты? А? Разговаривать Да. только ты можешь? Да. Когда мы с Николаем Борисовичем пришли на первую процедуру к Максиму, меня удивило то, что нас встретил его старший брат. В итоге оказалось, что родители у них глухонемые, хотя оба ребенка слышат и говорят. Никита совершенно здоровый ребенок. Давайте рассказывайте. Диагноз. Спастический. ДЦП, спастический Да. тетрапарез, правильно? Мгм. Да, так. Хорошо. Получается, сам не ходит, не сидит. Что может? Что может? Что это? Что он может? Он ползает, он ползает, но не на четвереньках. Он, то есть, как бы, грудь прижимает к полу. и Вот, так ползет. вот скажи, что мне нужно это увидеть. Так, значит, мышцы рук тоже. Ну, я потом покажу, когда мы ляжем. Вот. И, соответственно, вот мышцы шеи. Ну, давай в эту сторону. Посмотри на меня. Да. Как его зовут? Максим. Максим. Максим, давай на меня посмотри. Молодец, молодец. А в опоре он стоит? В опоре, если вот так в опоре поставить? Ну, сам нет. Нет, ну не сам с поддержкой, просто я хочу посмотреть. Так, Носочки. да. Носочек, да? Угу. Носочки. Носочки. Носочек стоит. Когда мама ему сообщила о том, что я нашла доктора Никонова Николая Борисовича, Никита сказал: мы однозначно едем, потому что я хочу, чтобы мой брат был такой же полноценный, как и я. Также ходил, говорил, учился в полноценной школе. Ну, то есть сначала они ездили по реабилитациям, то есть на Горск, в Оренбург, в Москву даже один раз ездили, но ничего не помогало. Потом ее подруга посоветовала, получается, вас. Мама решила посмотреть, то есть на сайт зашла, и вот, то есть мы здесь. Угу. А сопутствующее заболевание какое у него есть? Вот кроме ДЦП есть какое-то заболевание? Только ДЦП. Угу. Все хорошо. Старший ребенок взял на себя ответственность помочь родителям восстановить своего младшего брата. Твоя реакция, кстати, да. Ну, я посмотрела, мне, то есть стало интересно. Ну, я сказала маме, давай поедем. У нее, конечно, были сомнения, но потом она как бы согласилась. То есть в процессе процедур он объяснял родителям, что нужно делать. Он объяснял нам, что они говорят. И если было какое-то недопонимание, то Никита старался понять Николая Борисовича и очень подробно объяснить, что нужно делать родителям. Значит, переведи. Не получается у него вставать вот из-за вот этих вот мышц, которые спереди. Вот эти мышцы не дают ему вставать. И соответственно, вот эта мышца не дает вставать. То есть с этими мышцами нужно работать очень много, чтобы они были мягкие. То есть вот сейчас я пытаюсь ее сделать, а вот эта мышца, она мне тормозит. Молодец, молодец. Поэтому ему Молодчина, встать невозможно Максимка. будет. Ему встать просто больно. Скажи, чтобы коленки на коленки нажал. Опа-на. Встал практически. Смотри, Никит. Вот. Yes! Смотри. Поработали, одна процедура. Не возмущается. Смотри, не возмущается. То есть ему нормально.
Я страхую, ничего ты не сделаешь ему, не навредишь. Получается. Давай, иди еще раз сюда. Давай еще. Все, мастер готов. Вот то восстанавливай. Давай. Иглан тебе показал, чтобы ты понял, какая была нога до процедуры, какая сейчас, да? Та-та-тан-та-та-та-тан-тан. А я черный таракан. Та-та-тан-та-та-тан-тан. Вот это первый раз в жизни он танцует. Вот, а вот смотри, видишь, руки назад были, что получается? Вот руки были назад, смотри, как они у нас. Вообще классно, смотри, какой ты. Вот смотрите, сколько лет ребенок мучился. Всего 5 процедур делал, у нас еще 5 впереди процедур. Теперь понятно, почему мы через день делали процедуры. Почему? Думаю, потому что боль, то есть боль снялась. Правильно. И навык пришел, конечно. Правильно, потому что, смотрите, когда мы начинаем, мы как бы начинаем с нуля. Поэтому у нас, как после физкультуры, возникает боль, мы должны сделать день перерывчик, чтобы и у него мышцы пришли в неболящее состояние. И вы за это время, за этот день смогли наработать навыки. Но самое главное, конечно, это то, что я прихожу уже через день, мышцы уже нормальные, я начинаю делать. Это потом уже, когда мышцы не будут болеть, тогда бы можно было бы каждый день. Вот вы и будете каждый день. Теперь уже мышцы так болеть не будут у него. Ну, во-первых, смотрите, сейчас получилось у нас, что руки ушли назад. То есть этого тоже не было никогда, чтобы я мог руки. Вот, то есть руки ушли. Теперь он их даже не выводит. То есть это тоже большой. Всего 5 процедур, ребенок меняется полностью. То есть вот полностью его. То есть он говорит, что у него руки, они у него тянут. Это не то, что вот какая-то боль, мы через боль ничего, через силу не делаем. Но во всяком случае сейчас получается стопы уложить, значит стопы уже могут, эти мышцы укладываться вот в это состояние, уже могут. Очень много у него проблем в руках. Если бы руки свободные были, он бы сейчас нам вообще полностью опустился на стопу. Вот. То есть проблема рук. Проблема рук – это проблема стопы и проблема хождения. Если руки свободные, он у нас практически на стопу встает и все, и пошел. Все дело в руках. То есть не только сами руки, но и мышцы, которые находятся между лопатками, и грудные мышцы. И мышцы живота, которое мы с вами делаем. То есть сейчас мышцы живота немножко отпускают, он может выпрямиться. То есть... Ну, руки, то есть сами пальцы, то есть стали легче, он стал уже хватать. У него раньше руки были зажаты, то есть кисти направлены к груди, а сейчас они, то есть, более расслаблены. Раскрылись, да? Да. И может уже брать что-то. Да. Ну, то есть мама вчера попробовала без фиксации его поставить на ноги, но не получилось. Какие улучшения? Что у нас как? Ну, сидеть вроде стало лучше. Ну, то есть сам больше не заваливается так часто. Ну-ка, уберите-ка. То есть вот сейчас он удерживает, да? Да. Вот равновесие.
То, что раз сразу же завалился, то есть он сейчас немножко уже начинает тебя, ну, держать. Так. Я тебя держу. Не бойся, не бойся. Сядь. Сядь сам. Чуть-чуть раздвинь ручки. Ага. То есть вот нам здесь еще поработать надо, чтобы руки посвободнее были. Сейчас у него будут руки посвободнее. И вот смотри, раз. И раз. То есть я не держу, но я ему помогаю. Вот у нас. Дарья Александровна, не на меня. Я тебе, вот видишь, видишь руки? Видишь, я держу, ты никуда не завалишься. Не бойся, не бойся, не бойся. Расслабься. Расслабься. И смотри на. Вот, молодец. То есть вот здесь еще нам поработать надо. Молодец, Максим, молодец. Молодчина. Вон, смотри, как ты сидеть. Эмоции сразу, да? Сначала тихонечко. Сначала не быстро. Сначала не быстро. Где у тебя болит? Где болит? Максим, Максим. где больно? Руки больно, да? Ноги. Руки или ноги? Макс, руки? Руки? Руки. Руки, потому что там ноги уже легче становятся. Руки, у него вся проблема в верхнем поясе. И сейчас больно руки? Да? Давай тихонечко. Раз. Не торопимся. Пока болят, не торопимся. Сейчас, когда ему полегче чуть станет, тогда прибавим скорость. Ага. Полегче стало, Максим? Полегче, да? Я чувствую, я по голове чувствую, что отпускает. Видишь, она есть. То есть она вот эта плотная, она не может раздвинуться. Вот. Поэтому мы ее и с ней работаем. То есть давление не вот так, а давление, ну, вот так. Понял, да, давай? Очень много было в отеке мышц, очень много. Поэтому вот мы сейчас, половину сняли, но половина еще нужно время, чтобы снять. Вот, то есть, а через силу делать нельзя. То есть я не могу ему сейчас надавить, иначе мы ему, то есть здесь и связки переломаются, и кости переломаются. Поэтому он, в принципе, сам опускается. Я только воздействую на мышцы. А мы не даем ему подняться вверху. То есть он руками не может сопротивляться, поэтому он вынужден, если он сопротивляется мне ногами, я там снимаю отек. И они начинают оседать. А если бы мы вот вы сейчас не держали, у меня даже этого бы не получилось. Только что закончил шестая процедура. То есть у нас практически получилось, вот столечка нам не хватает, чтобы сделать лягушку. То есть ту лягушку, которая 90 градусов. Главное, чтобы сильно туда не давил. Чтобы мышцы успевали растянуться до нашего давления. Видишь, уже не плачет в этом положении. То есть вот уже в этом положении уже легче. Сейчас вот он стоит. Вот он стоит, вот сейчас голова свободная.
Вот, голова сейчас свободна, вот. Попить давай. Вот он так расслабляется до такой степени, что он просто может, во-первых, встать как нормальный ребенок, то есть на стопы. И шея так расслаблена после процедуры, что он может пить. Ноги болят? Одна или две? Две ноги, потому что ты стоишь, да, сейчас? То есть там из-за голеностопа чуть-чуть. Да? Внизу, в самом низу болит? Или где папа держит? Где? Где папа держит? Где папа держит, болит? Упражнение делайте каждый день. Каждый день. То есть смотри, здесь у тебя вот здесь. Ну то есть вот все что вот здесь, все, что захватывается. Вот это упражнение самое основное. Когда он вообще будет свободно укладываться вот этими местами и не будет сопротивляться, это примерно месяца через 2, через 3. Месяца через 2, через 3. Ему должно быть получше. То есть там где-то 60-90 процедур каждый день. И он будет укладываться. Подожди, еще. Не боишься? Максим, ты не боишься? Молодец, видишь? Выше его коленки. У вас сейчас ниже коленки. Да. Вот, да. И вы вот так будете держать и ждать, пока он не опустит ноги вот туда вниз. То есть он будет сейчас потихонечку надавливать потихоньку, и нога будет уходить вниз. Это может быть занять 5 минут, 10 минут. Но ждем до тех пор, пока он туда не опустит. А руки уже будем опускать после того, как он опустит ноги. То есть на первой процедуре мама, то есть, пыталась Максима, то есть, почувствовать, где у него мышцы, то есть вот эти вредные мышцы. А после того, как Николай Борисович ей показал, то есть она уже как бы понимает то, что она может сама как-то его найти и постараться избавиться. Раньше она, когда, допустим, трогала его ноги, она думала, то, что это его кости. Сейчас она понимает, то, что это его мышцы. Сейчас я за сегодняшнее занятие, подожди, рисую пятерку. Смотри, какую. Я такую толстую. С плюсом, да, Макс, еще? Я с плюсом, конечно, с плюсом. Смотри-ка. 5 с плюсом. И смотри, вот. Все, смотри. Я еще расписался. Ты видишь? То есть раньше, до начала процедур, мама пыталась его дома поставить, и у него, он вставал на носочки, и, можно сказать, вообще не хотел пятками вставать на пол. То есть вот сегодня он уже может сам поставить пятку на пол, то есть как бы встать.
И раньше, то есть, у него руки прижимались к груди и, то есть, заворачивались, да. А сейчас уже такого нет, то есть они могут просто расслабиться и лежать, да. Да, отпустили, сидит свободно. То есть обувь стало легче одевать. Также, когда мы гуляли, то есть в коляске, у него ноги всегда, то есть, торчали, и иногда мешали. Ну, допустим, вот идет человек, он иногда его задевал. Сейчас же у него нога расслаблена, и, то есть опущена. То есть сидит, как Да. положено. То есть эти улучшения, они намного лучше, то есть, чем когда мы вот до этого ездили на всякие реабилитации, там мы делали массажи, и это вообще никак не помогало. А вот спустя 10 процедур это изменило, то есть Максим вообще. Максим, ты нам расскажи, что у тебя лучше стало? Ты чувствуешь, что тебе лучше стало? Что ты сможешь? Что ты, чему ты научился нового, когда в Москве был? Помнишь, когда мы сюда приехали, вот что тебе стало лучше, легче, что стало делать? Играть. А еще, например, ползать, там стоять. Ползать стало, да? Я увидел то, что он легче стал брать предметы, то есть сам начал вставать на ноги, ну, на пол. И я надеюсь, то есть, на то, что он в дальнейшем будет потом ходить бегать. А что для этого нужно делать? Каждый день, то есть по несколько часов упражнения. Не можешь? Можешь, давай. Получится. Сейчас легче? Ну вот видишь, сейчас-то получается. Просто поднимай его, и вода будет литься, да? Вот. Смотри, ты сам двумя руками пьешь. Смотри, что происходит. Видишь? Ты молодец. Все у тебя получается. Не торопись. Молодец. Видишь? Вот после Давай, 10-й еще процедуры. поднимай. Вот, уже Да, стали еще руки открываться, уже хотя бы что-то он стал ими держать. Давай. А сколько времени не держал? Сколько времени человек не мог вот этого сделать? А сейчас вот, пожалуйста, да. Все, давай. И на полной стопе стоит. То есть стопа опустилась. Николай Борисович все объяснял, чтобы им было понятно. И, соответственно, что Никита ребенок, ему тоже приходилось доносить на его языке, чтобы было это все понятно и правильно. В итоге Максим у нас стал произносить уже слова полноценные. Он стал играть в планшет. Мы узнали, что он стал кататься на велосипеде. Он стал в коляске сидеть. То есть раньше этого не было. 7 лет ребенку он был практически без движений. А сейчас вот такой результат. Максим, ты мне руку можешь пожать? Руку. Спасибо тебе большое. Спасибо, ты молодец. Ты очень хорошо так себя на процедуре вел. Ты герой. Ты просто герой. Смотри, вот сейчас стоишь, руку мне спокойненько. Вот она у тебя спокойно, свободно. Ну, ты смотри, какое счастье у нас. А? Семерку? Да. Не пятерку, Семерку поставить тебе? Да. Ох, да, конечно, сейчас поставлю семерку. Сейчас буду ставить семерку. Ух ты, какую жирную, красивую. Красивая такая будет красивая семерка у нас. О, семерка. Сейчас, смотри-ка. Вот она. Доволен, Макс? Смотри, семерка. Вот, Плюс, семерка. надо, плюс. Все, Николай Борисович расписался, смотри. На вот тебе. На тебе, дружок. Теперь у нас коллекция оценок. 7 с плюсом. Пятерка с плюсом есть, теперь семерка с плюсом у тебя. Где пятой? Там лежит. А, Достать? нет? Ну-ка, пятерку нам принеси. В тот раз, когда мы с тобой первый раз лягушку сделали. Помнишь? Это сегодня 7 с плюсом на последней процедуре. Ох, как много у тебя оценок. Вот сделал 10 процедур. Вот смотрите, возмущаюсь на процедурах. Было все что угодно, не боится. Страха нет боли. Возмущение есть, боль не делать. Через силу ничего не делали. Ничего через силу не делали. Конечно, в таком возрасте такие мышцы, при такой спастике, вот этого не было. То есть вот сейчас руки свободны, он хотя бы может что-то там у себя убрать. Сегодня даже первый раз чашку держал. Но причем не просто чашку держал, не вот в этом положении, где он сидит, а в его трудном положении, где он стоит, на стопах стоял.
практически на полный стол. Вот и радость, и светится глаза, я не знаю, просто здорово. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником, волшебником.